Здравствуйте. На заводе «Москвич» новая модель появлялась раз в 15 лет. Создание новой машины заводу давалось с трудом. Всякий раз ее не из чего было делать. Никогда не было двигателя, никогда не было коробки передач. Невозможно было сделать кузов, отсутствовала подвеска, не было отделочных материалов. Каждая новая модель «Москвича» создавалась вопреки, в преодолении и страданиях. Это важнейшая особенность Советского Союза. Есть отличные специалисты, нет результатов их труда. Люди в состоянии придумать, но социализм не позволяет воплотить. Как нужно делать машины, инженеры знали, но у них ни разу не получилось. Сегодня новый «Москвич» возникает по щучьему велению. Как только захотелось нового «Москвича», так он сразу есть. На его создание уходит не 15 лет, а 15 минут. «Москвич» сразу получает двигатель, коробку, кузов, электронику, отделочные материалы. И даже в состоянии ездить, что в прежние годы было не с каждым «Москвичом». Создав в 2022 году на Сукином болоте в Москве фабрику китайских клонов, делая вид, что все они тут москвичи, а не китайские джаки, на заводе сымитировали не только производство, но и амбиции, после чего принялись за компетенции и завели себе, помимо директора и отдела рекламы, конструкторское бюро. С той поры любой факс из Китая обрел статус собственной разработки. Но в прошлом году в конструкторском бюро захотели смастерить не китайца, а москвича. Вспомнили процесс, добыли автокад, купили кофемашину. И принялись чертить, рисовать, вычислять, строить 3D-модели, лепить пластилиновый макет в натуральную величину на настоящих колесах, после чего провели закрытую презентацию. Показали перспективную машину по имени «Молния». На входе у всех отобрали телефоны, на выходе всем стерли память, как в фильме «Люди в черном», после чего в прессе ощущалось невнятное бормотание про будущий «Москвич», отечественные компетенции и электрификацию всей страны. «Москвич» получил имя «Молния» потому, что у завода опять не оказалось ни подходящего двигателя, ни коробки передач, от безысходности его задумали электромобилем. В секрете машина оставалась долго, и после единственного закрытого показа про нее ни слуху, ни духу и ни одной фотографии. В России постоянно кружат какие-то фестивали, сверкают выставки, гремят конкурсы, и в числе прочих увеселений и мероприятий случилась национальная премия «Лучший промышленный дизайн России» с компетентным жюри, народным голосованием. На этом конкурсе награждают всех номинантов. Сколько проектов обсуждается, столько наград и выдается. Каждый участник непременно получает свой выигрышный билет. В этом году на конкурсе, внезапно сняв гриф «Совершенно секретно», показали тот самый «Москвич Молния». Он заявлен как электрический седан D-класса. Но разработчиком указан не завод «Москвич», а дирекция по развитию электротранспортных средств государственного унитарного предприятия «Московский метрополитен». Метростроевцы отложили гаечные ключи, вытерли чумазые лица, поправили каски и смастерили электромобиль. Прежде московский метрополитен ничего подобного не делал. Он только обслуживал, мыл, чистил, собирал деньги за проезд. Подвижной состав метро делал Мытищинский завод «Метровагонмаш». В Мытищах рисовали, пилили, клеили, проектировали, изобретали. Но оказывается, кто-то из них то ли в Мытищах, то ли в Москве, на проспекте Мира, дом 41, где располагается управление московского метро, на досуге внезапно изобрел электромобиль. До недавнего времени операциями прикрытия занималась ФСБ, но не московское метро. Времена изменились. Русская «Молния», конечно же, китайская. Уровень локализации компонентов заявлен не ниже 70%. Но почему любая другая модель «Москвича» возникает за 15 минут? С «Молнией» такая волокита. Зачем самим рисовать на ватмане, если у китайцев есть готовое? И когда все-таки будет готово? Дело в том, что китайский джак пытается удрать из России. Он безалаберно намазал полстраны тонким слоем своих производств, оказавшись не только «Москвичом», но и грузовиками КАМАЗ, фургонами «Солярс». Но Америка заставила китайцев раскаяться в содеянном и сделала присутствие в России небезопасным. Джак судорожно выдергивает застрявшее в русском болоте хозяйство, но вырваться на свободу никак не может. «Молния» неизбежно будет китайская, но не Джак.
А поскольку страшно всему Китаю, то никто не рвется стать молнией. Отсюда задержка. Ведь и русским не хочется натягивать макет молнии на сову, которую завтра отберут. И пока индустриального партнера нет, остается привычное для России занятие – катать макет по выставкам, конкурсам, презентациям, хорошо наливать, масштабно плясать, красочно искрить. И обещать все сделать в следующей пятилетке, что завод «Москвич» всегда отлично умел. Главное в другом. Как только русские берутся за работу, у них получается волокита. Когда вместо китайской сборки готовых изделий попробовали самостоятельно воссоздать производство, сразу пришли к тому же, что прикончила АЗЛК. Вместо современного предприятия воспроизвели пагубное социалистическое, у которого никогда ничего не получается. Всегда виноват кто-то другой. Дайте денег и не спрашивайте результат. Проект у нас всегда готов, но выпуск откладывается, план пятилетки будет перевыполнен. В кои-то веки попробовали поработать сами, и опять ничего не получилось. Шутка про проклятое место – это не про Тольятти, это про всю страну. В России будут развивать онлайн-продажи автомобилей. Это модно, современно, прогрессивно. Россия – передовая сверхдержава, ей полагается онлайн-продажи и всякий прочий онлайн, даже несмотря на всеобщий запрет интернета. Но о том, как совместить прогресс с концлагерем, подумают в другой раз. А пока правительство поручило Минпромторгу, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе подготовить законодательные предложения. Требуется к 2030 году создать устойчивую систему покупок высокотехнологичных товаров через интернет с последующим обслуживанием и поддержкой. Прежде автомобиль покупали, обслуживали, ремонтировали не по проводам, а лично и не в компьютере, а у официального дилера. Представительства компании сражались с дядей Васей в гараже, чтобы отучить его от ремонта дилерских машин. BMW и Toyota требовали от Аристарха договориться с таможней, чтобы запретить в Россию ввоз любых запчастей BMW и Toyota даже частными лицами, даже в кармане пиджака. Ни одной запчасти к BMW и Toyota никто не смел привозить в Россию в обход дистрибьютора. Помимо этого, BMW и Toyota бились с Федеральной антимонопольной службой, требуя выжечь напалмом альтернативные сервисы и закопать за гаражами дядю Васю. Запчасть на Toyota и BMW смеет прикручивать только сертифицированный слесарь в сертифицированных перчатках, в сертифицированном центре в соответствии с сертифицированными нормочасами. А теперь правительство собирается всем разрешить все. Покупать машины где попало, ремонтировать у кого угодно. В списке ответственных за сочинение нового закона не случайно оказалась Федеральная антимонопольная служба, поскольку правительство требует раздать секретную дилерскую информацию по обслуживанию, регламентам и технологиям всем вокруг, предусмотрев комплекс мер, исключающих недобросовестную конкуренцию. Покупатель, не вставая с дивана, заказывает себе автомобиль, получает его по почте, ездит в офлайне, а менять масло едет к недобитому дяде Васе. И к его приезду требуется выдать дяде Васе все дилерские тайны по ремонту и обслуживанию. В мирное время официального дилерства это было страшным секретом. Компьютерные программы по ремонту, регламенты, технологии. Самыми засекреченными были партномера запчастей. Партномера позволяли при помощи взломанной программы заказывать запчасти со склада дилера и устанавливать их в гараже на коленке. И подбирать аналоги, которые в 3 раза дешевле. Теперь правительство сочиняет закон, обязывающий эти тайны раздать направо и налево. АвтоВАЗ обязан выдать подсказки по ремонту, технологиям, совместимости запчастей. Китайцы обязаны раздать всем полную информацию о том, как и чем их чинить, несмотря на то, что они сами этого не знают. Про совместимость запчастей только мечтают. Технологические карты по ремонту и обслуживанию даже не начинали составлять. Мерседес сборки деревни Есипово Солнечногорского района Московской области обязан по первому требованию выдать 3-томник по ремонту любому, кто постучится в ворота. Завод Citroёn в Калуге, завод Hyundai в Санкт-Петербурге тоже должны сдаться к 2030 году и всем рассказать про ремонт. Поскольку онлайн-продажи пойдут в обход дилера, а никого другого нет, заводы, прежде доставлявшие автомобили дилерам,
от такой необходимости избавиться и станет достаточным выгнать готовую машину за ворота, а там она уж как-нибудь сама. СССР торговал автомобилями на газонах, от забора, возле заводских КПП. Была обычная практика приезжать за своей машиной непосредственно на завод. Люди платили деньги, и покупку им выгоняли за ворота, где они немедленно приступали к протяжке, регулировкам, капитальному ремонту. В Мимино шофер Хачикян приехал за своим КРАЗом из Армении не к региональному дилеру, не в Украину на завод, а в Москву. Был и такой способ реализации. Фрузик Макарчан забирал свой самосвал КРАЗ-256Б, дозваниваясь по телефону до девушки, не видевшей в зоопарке верблюда. Макарчан приобретал машину по телефону, опередив время на 50 лет. К 2030 году такую возможность должна получить вся страна. Когда правительство одолеет онлайн-продажи автомобилей, оно, реализуя масштабное величие сверхдержавы, перейдет к следующему онлайну, избавляя публику от офлайна и необходимости самостоятельно есть, пить, спать, своими ногами ходить в туалет. Американцы первыми в мире придумали, что шить машину надо каждый год новую, чтобы не появляться на балу во всем вчерашнем, и ввели понятие «модельный год», подталкивая клиентов к постоянным покупкам. Далеко не вся Америка ринулась выбрасывать прошлогоднюю коллекцию, но ориентир обществу был предъявлен, поддержан рекламой и закреплен в сознании. Стало общепринятым, что на автомобиле полагается ездить новым, а кто на старом, тот неудачник. В стране без аристократии, но при деньгах это было воспринято как отличная замена дворянству и родовитости. Там, где британский лорд гордится 6 веками генеалогического превосходства, там американец хвастается 6 нулями в чековой книжке. Там, где лорд появляется в бриллиантах прадедушки, там американец появляется на новейшем автомобиле последней модели. Дрессируя клиентов обязательной новизной, им попутно предложили замену остальных незыблемых предметов. Если машина должна быть каждый год новая, то заодно уж пусть будет новый дом, мебель, патефон, жена. Ничто так не старит, как старая жена. Не случайно феминизм возник где-то рядом с автомобилизацией. Но борьба за новую машину не переросла в право на ежегодное обновление семьи. Оттого новую машину стало хотеться еще активнее, поскольку все остальное заменить сложнее, дороже, порой недопустимо. Создавая себе автомобильную отрасль, Америка помимо модельного года сформировала и чисто американские принципы конструирования. В стране больших пространств и прямых дорог за основу взяли не европейскую лошадь, а местного буйвола. Европейцы создали школу управляемости, взятую в продолжение привычки маневрировать на поле боя верхом на верткой, шустрой, прыткой лошади. Европейская кавалерия была эталоном. Европейское автомобилестроение попыталось удержать эстафету. Америка кавалерию не создала. Все, что так красиво скачет и ковбойствует в Голливуде, это драгуны, пехота, посаженная на лошадей. В конном строю воевать Америка и не пыталась, и в итоге не научилась. Американская школа верховой езды в Европе считается позором. Американская посадка в седло в европейских учебниках называется порочная стулообразная посадка и воспринимается недопустимой ошибкой, требующей исправления. Зато американцы определились в другом и взяли в качестве примера телегу, двигающуюся за горизонт, сформировав автокефальную автомобильную промышленность с ориентиром на две важнейшие задачи – ехать прямо, тянуть много. Вместо лошади у американцев ориентация на буйвола, способного одолеть континент с неподъемной ношей. В последнее время Америка перестала быть похожей на Америку и принялась смаковать кризис. Большая тройка не успела прильнуть к электрификации, растеряла публику, отказалась от ежегодного обновления и взялась сокращать модельный ряд. Форд остался без легковых машин и прекращает выпуск седанов. Линкольн творит непотребное. Кадиллак измельчал. Шевроле суетится с кроссоверами. И вся Америка в качестве спасения полагает большие пикапы и спорткары, будто местный потребитель всегда либо фермер, либо спортсмен.
И тут полезли китайцы. Остановить их можно танками или Трампом. Выиграть в честном бою не получится. Потому что китайцев вырастила Америка и научила бороться с собой своим же оружием. Основные причины, по которым Китай одолеет Америку. Китайские автомобили, как привыкли американцы, ежегодно обновляемые. Они всякий раз новые, не такие, как вчера, интенсивнее и насыщеннее. Американские фирмы перестали следовать своему же правилу нового модельного года, ради которого публику дрессировали поколениями. Те, кто привык каждый год на новый, от американской автомобильной промышленности не получают ничего, но получают от китайской. В России китайские машины не имеют шансов, потому что они одноразовые. В понедельник купил, в пятницу уже завяло. В Америке это является преимуществом. Ресурс важен в России и не столь критичен в Америке. И управляемость американцам не важна. Ездить китайские машины не умеют и не собираются учиться. В России это недопустимо. В Америке на управляемость не обращают внимания. Важно, чтобы двигалась по прямой и развлекала. И в любом китайском автомобиле лампочек больше, чем в американском. Пока все разглядишь и разгадаешь, уже приехал. Китайцы не боятся новизны, готовы воткнуть в свои машины любые технологии, даже рискованные и непроверенные, потому что через год будет следующая машина. На свои деньги машину не покупают, кредит, лизинг, аренда, и здесь китайцы опять обыгрывают американцев. Они дешевле сразу и дешевле потом. И их купить можно, а уж взять в лизинг и подавно. А еще китайцы платят за вранье. Приходят в пиар-агентство с обильными контрактами и единственным условием – хвалить. Поэтому TikTok, YouTube, блогеры, газеты, журналы хвалят Китай взахлеб. Скрытое маркетинговое давление Китая повсеместно. Поэтому так много склок с недотепами, поверившими в красивую картинку прогрессивного Китая, где давно случился 22-й цифровой век, все чисто, опрятно, все сыты и счастливы. Но верят в это в основном сами недотепы, прочие лишь смеются. Цифровой облик прогрессивного Китая стоит очень дорого. За правдивый фильм про Китай могут убить. Рисковать никто не станет. Проще взять деньгами. Минусы китайских автомобилей. Одноразовые, плохие, не едут, мельтешат постоянной сменой моделей. В Америке оборачиваются плюсами. И если Америка хочет при сохранении собственной несостоятельности удержать внутренний рынок и сберечь свою нерасторопную автомобильную промышленность, то шансов мало. Но есть надежда. На Трампа. Вы постоянно видите этих самоуверенных начальников, которым всегда виднее. Они воздвигаются в поле зрения на фоне сотворенной глупости, уверенно водя пальцем, рассказывают о грандиозных достижениях, великих результатах и прозорливых стратегиях. Любой провал, нелепость, разочарование сопровождаются людьми в галстуках, объясняющими, что на самом деле неправы мы, и все, что они только что натворили, это и есть долгожданный результат, о котором все мечтали. Когда Toyota придумала FJ Cruiser, она рассказала, что это та самая долгожданная версия легендарной сороковки, о которой все просили. Только лучше. У Toyota, кстати, две машины 40-й серии. Одна из них Camry XV40 6-го года. Она более поздняя, менее легендарная, а прославленная в веках и континентах внедорожник J40 образца 60-го года. В производстве он простоял 24 года, но миру не хватило. Не наездились, не напутешествовались, не налюбили, хочется еще. И в 2003 году Toyota выпустила FJ Cruiser, заявив: вот то, о чем нас просили, то, чего всем не хватало, то, что требуется любить истово и немедленно наравне с той самой сороковкой. Это и есть преемник ее. Во-первых, что с кузовом? Где двери и сколько их? 2 или 4? Зачем эта полуторная схема? Зачем автомобилю двери в виде одной нормальной и второй половинки, как калитка для собаки, лаз в сарае, люк на чердаке? Во-вторых, где дизель? Почему на все случаи жизни единственный 4-литровый 1GR бензиновый, прожорливый, 17 литров на 100 километров, но это минимум? Он, безусловно, красивый, благодаря схеме V6, мощный, 250 лошадиных сил, но далеко на нем не уедешь. В дорогу требуется цистерна или Арабские Эмираты. Японцы, тогда же объясняя, сверкая крахмальными воротничками, заявили, что FJ – это аббревиатура. В переводе на человеческий означает «свобода и радость». Вот и радуйтесь.
На арабском Ближнем Востоке так и поступили. Охотно помчались по барханам от бензоколонки к бензоколонке с перерывами на асфальт Rolls-Royce. Джиперы попытались отправиться в дальний путь, но экспедиционной машины из свободы и радости не вышло. У японцев есть такая особенность. Всегда да. На замечания они отвечают кивком и говорят одно и то же на всех языках мира, на всех перекрестках судьбы, на всех континентах, на любых совещаниях, конференциях, брифингах. Да, конечно, непременно исправим. Мы же специально для этого. И не делают ничего. Не бледнолицам их учить. Поэтому, когда настала пора рестайлинга, гамму двигателей FG Cruiser расширили, добавив, как им полагалось, новый мотор. Такой же 1GR. И у него наконец-то случились долгожданные фазорегуляторы на всех распредвалах. И вместо Евро-3 получилось Евро-5. И он остался все такой же бензиновый. И с теми же 17-20 литрами на сотню. Все лучшее в первую очередь японцы делают для себя. Главный клиент свой. FG Cruiser в Японии не продавали. Незачем расстраивать своих. Это машина для чужих. В 2022 году выпуск ее прекратили. Но теперь готово следующее поколение. Toyota FJ Cruiser New 2026 года. Машина считается частью семейства Land Cruiser'ов. 250-й центральный, 300-й топовый, 70-ка рабочая лошадка, теперь еще и FJ развлекательный. Он опять свобода и радость. Что с кузовом? Дверей сколько? Наконец-то все на месте. 4 нормальные двери в привычных местах, ну, плюс 5-я багажная. Общий вид ожидаемо нелепый, на смешных колесиках. И все вокруг в пластмассе. Но в этом основная идея машины. Она еще не готова. Она не чтобы купить и поехать, а чтобы тюнинговать. С завода предлагается трехтомник кастомизации. Нормальные колеса, силовые бамперы, лебедки, шноркель. Даже фары можно кастомизировать. Не выходя из дома, заказать круглые вместо квадратных или квадратные вместо круглых, чтобы потом хвастаться, как много сил, таланта, труда пришлось вложить, чтобы подогнать машину под себя. А что с двигателем? Услышали клиента? Мотор рядный, 4-цилиндровый, объемом 2,7 литра, мощностью 161 лошадиная сила. Бензиновый. Почему? Где дизель? Потому что опять Эмираты. В Америке и Европе новый FJ продаваться не будет. У Toyota для этой машины запланирован ареал обитания под названием «Глобальный Юг», а это в первую очередь шейхи. Те, кто ценил первородную Toyota 40-й серии 60-го года, могут заказать на нее оригинальные запчасти. Toyota их все еще выпускает. С ними любить сороковку проще и дольше. Но зарабатывать фирма предпочитает не на тех, кто донашивает старое, а на тех, кто заплатит за новое. У хорошего хозяина всегда есть огромный ящик с инструментами. В нем специальные приспособления под любую задачу. Отвертки 20 видов, 5 молотков, плоскогубцы пассатижи, неделька на каждый день. Профессиональный фотограф, кроме умения принимать элегантные позы, знает главное правило съемки – один кадр, один объектив. Прежде, когда в пленке было 32 кадра, это означало 32 объектива. Сегодня с этим сложнее, но задача прежняя. 2 раза спустить затвор, не сменив объектив, удел дилетантов и блогеров. В СССР автомобиль был универсальным, один на все случаи жизни. Бортовой ЗИЛ-130 возил урожай, комбикорм, сено, доски, бухгалтера, пионеров и в соседний колхоз за самогоном. Любой советский легковой автомобиль всегда работал с перегрузом, поскольку на «Москвиче» предстояло отвезти тещу, рассаду, дрова, телевизор, ковры, собаку, книги и поехать с женой в театр. Когда Министерство автомобильной промышленности СССР затевало автомобили с узкой специализацией, понимания это не вызывало. Зачем мелкосерийный ЗАЗ-965 с правым рулем для почтальонов, когда можно и на обычном, и вообще пешком? Как пользоваться глухим фургоном «Москвич-433», если у него только одно пассажирское место, и после работы бомбить у метро не получается, а возить каждый день холодильник? Нет в стране столько холодильников. То ли дело за граница. Там, как у хорошего хозяина, не только 5 молотков и 20 отверток, но и на каждую работу свой тематический автомобиль. Надо покорить Эверест? Есть большой внедорожник.
Хочется утонуть в луже во дворе, есть внедорожник маленький. Нужно быстро в соседнюю страну, Гран-туризмо. Нужно стоять полжизни в пробке, Кейкары. А потом Daihatsu делает миджет. Это не автомобиль, это половинка автомобиля, коммерческого, возить грузы, ну и единственного себя. Поначалу миджет был трехколесным мотороллером, обычным для Японии, где трехколесными бывают даже самосвалы. В первом поколении, в 1957 он был одноместным, без дверей, с тряпкой вместо крыши, продуваемой всеми ветрами. В 1959 году ему выдали автомобильный руль, сиденье вместо седла, двери, крышу. Получился мотороллер с удобствами. Затем была производственная пауза в 24 года. В 1996 году миджет сделали снова в виде автомобиля. Все как у настоящих. 4 колеса, кузов, двери, задний привод, настоящий двигатель от Кейкара стандартного объема в 660 кубиков и дизайнерский шик, воинственная запаска на носу. Количество мест одно. Руль, насколько это возможно, справа. Над правой коленкой водителя кассетная магнитола. Рычаг коробки передач слева. Дверей 2, хотя непонятно, зачем так много. Есть фургон, но самый смешной вариант с кузовом. Сзади настоящий, как у машинки из песочницы, бортовой кузов. Грузоподъемность 150 килограмм. Зачем Daihatsu придумала этот автомобиль? Под какую задачу? Что возить? Официальное предназначение автомобиля Daihatsu Midget – возить одну бочку. Какую? С какой стати? Почему только одну? И что это за такая странная бочка на 150 килограмм? Когда все мы знаем стандартные бочки, но они все не в килограммах, а в литрах, и не 150, а 200. Есть такое специальное слово «кег», означает герметичную емкость из нержавеющей стали для пива. Именно из таких кег в барах разливают пиво, красиво брызгаясь пеной из-под крана. Разливное пиво, оно в кегах. Кег – стандартная единица измерения пива. Самый большой кег, как и полагается, американский, равен 31 галлону, что в наших единицах примерно 117 литров. Применяется редко. Обычно мир разливает пиво в емкости по полкега, это 59 литров. Но в Японии, где пиво пьют так же мощно, как и в остальном мире, попутно полагая себя его авторами, используются кеги объемом 50 литров. В кузов миджета их встает 3. И вся затея фирмы Daihatsu, производившей одноместный автомобиль с 1996 по 2001 год, то есть 6 лет, имела своей задачей выполнение единственной функции – отвезти пиво в бар. Дети остались без улицы. Балтийское лето в этом году не удалось, а осень и подавно. Дождь стеной. Зато под крышей иногда можно резвиться лучше, чем на любой открытой площадке. Взрослые умеют устраивать себе интересно и охотно делятся с детьми, превращая свои мероприятия в бесконечную игротеку. Выставка тюнинга в Литэкспо закрывает сезон летних фестивалей. Автомобильная жизнь в Литве зимой на паузу не встает, и даже сквозь пургу остается дрифт, но выставки замирают до весны. Детская площадка Литэкспо, 2 больших зала для добросовестного выгула всей семьей и возможности подробно рассмотреть то, на что летом не хватило времени. Насыщенность мероприятия можно измерять в разных величинах. В прошлый раз это были Datsun и Fairlady, теперь измерения в полях браках. Он один из самых знаковых дизайнеров 20 века. Его BMW E24 образца 1976 года открыла в истории баварской фирмы 6-ю серию. BMW не собиралась делать эту модель, но когда Поль Брак привел в порядок весь модельный ряд, отлично исполнив распоряжение начальства, на директорате его спросили, а что бы он сделал для души. Нерациональное, но отличное. Поль Брак предложил большое двухдверное американское купе на шасси флагмана 7-й серии. И получилась вот такая машина, сразу ставшая легендарной, с годами коллекционной, а теперь еще и фестивальной. В Литэкспо таких шестерок было 2.
Вторая, хоть и на автомате, тюнингована шницером. Руководство BMW было настолько признательно Полю Браку, что ради выпуска этой модели пошло на очень серьезные издержки. Для нее не нашлось места на конвейере, и пришлось размещать шестерку у стороннего производства фирмы «Карман». Очередной. Meu atenção, colega, on stage of Ellen. Así que, la sociedad de educación profesional. Недавнее приобретение Вильнюсского автомузея MG. Сегодня это китайская фирма ширпотреба, ни одна из моделей которой не станет коллекционной. А это настоящий MG 1961 года, купленный на аукционе. В хорошую погоду участник парадов, фестивалей, выездов за покупками. Поскольку британцы умеют шутить, радуясь своему внезапному английскому юмору, обратите внимание на дверные ручки и представьте, как это открывается, и насколько был счастлив придумавший такое инженер. Помимо площадки для ураганных девочек, Литэкспо – специальная площадка для детей старшего возраста – бумбоксеров. Состязание, кто из них больше бум. Еще одна Lady in Red Nissan 300 ZX 83 модельного года. Для тех, кто полагает, что это все же он, а не она. Дома в Японии модель называется Fairlady Z31, она же Z32. Специально под нее инженеры создали новый двигатель в конфигурации V6, посчитав, что переходить от рядной шестерки к новому формату интереснее всего на броском купе. Гамма моторов включала 5 разных двигателей, сохранив один рядный мотор и предложив 4 V6, один из которых получил нагнетатель Eaton Roots, другой турбину Garrett, а третий две турбины, одну Garrett, а вторую Mitsubishi. Конкретно у этой машины атмосферный V6 объемом 3 литра, мощностью 174 лошадиные силы. Этой моделью Nissan в 1984 году отпраздновал свое 50-летие, создав спецверсию. Именно эта Fairlady подсказала Mazda 626 пятого поколения, ее знаменитый задний спойлер. На выставке красных машин все более редкий в наши дни гольф первого поколения, но этот совсем редкий кабриолет.
да еще с красной крышей в цвет кузова. Кабриолетов выпустили меньше всего, но производили дольше всего. Гольф первого поколения сняли с производства через 9 лет, в 1983-м. Кабриолет продолжили выпускать силами кузовного ателье «Карман» до 1994-го, то есть в производстве он простоял 20 лет. Поэтому вероятность сохраниться до наших дней у кабриолетов выше, чем у хэтчбеков. И, конечно же, как любая работа маэстро Джуджара, автомобиль вне времени. До сих пор не выглядит старым патефоном. Розовый стал всеобщим, всесезонным, общепринятым. Прежде, благодаря нападению на человечество айфонов, был всеобщий белый цвет. Сегодня всем понятен розовый, хотя Барби в 3 раза старше айфона, и в моду ей полагалось войти не только во времена Элвиса Пресли. Но ведь не каждая девочка в душе Барби, но почти каждая Hello Kitty. ВАЗ-2106 оттюнингованный наотмашь, с вапнутый чрезвычайно бодрым мотором, вызывающий интерес не только у молодых ценителей Акермана, но и понимание у старшего поколения. В СССР к «Жигулям» претензий не было. Двигателя хватало, и мотор «шестерки» считался лучшим в Союзе. Но затем начало хотеться погорячее, что для всей страны осталось нереализуемой мечтой. Мы тогда не умели ставить турбины, не знали про впрыск и могли позволить себе только карбюратор от самолета, опасный при перевороте. Но ведь и сегодня не поздно взяться за «шестерку», допилить, улучшить, оттюнинговать и грянуть. Кстати, по документам это 3. Закрывающая летний сезон выставка в Литэкспо. Взрослым понравилось. Дети в восторге. Вопросы, ответы, реплики. Пауль Фомин. То есть на фабрике дорогих понтов и разухабистого кича нету специалистов, которые подтвердят, чистый ли понт у вас на 4 колесах с наклейками Брабус или нечистый, или не совсем чистый. Могу только представить, как глубоко спрячут взор специалисты-историки бренда Mercedes-Benz, которые помогают подбирать на аукционах Голдвинги, Родстеры, Аденауэры, выбирать именно аутентичные, оригинальные машины, а не воспроизведенные копии. Дмитрий Че. До чего же смешная сцена в кино с обменом шпионами? Сцена в фильме «Мертвый сезон», где меняли одного литовца на другого литовца, Донатаса Баниониса на Лайманса на Рейку. Примечательно тем, что именно так и было. Глиникский мост в Германии через реку Хафель. Посередине моста проходила граница между Западным Берлином и ГДР. Он так и называется «Шпионский мост». Советский Союз и Америка на этом мосту менялись шпионами 4 раза. Впервые, как показано в фильме, Пауэрса на Абеля 10 февраля 1962 года. В Германии, недалеко от шпионского моста на Вильме Шёнинген, есть музей с экспозицией, посвященной этим обменам. Александр Порфирио. Гражданская война закончилась в 1924, а не в 1920. Гражданская война в России не закончилась. В 1933 во время Каракумского автопробега участников охраняли войска НКВД, отстреливаясь от басмачей.
Тбилисские события 1947 года. В Новочеркасске рабочих расстреляли в 1962. Последний бой лесных братьев в Литве 1968. Штурм Орджоникидзе внутренними войсками в 1981. Обе чеченские войны. Вторая вроде бы угасла в 2009. Не закончилась гражданская война в России в 1924. На сегодня все. До свидания.